Андрей брел по безлюдной улице, еле передвигая ноги. Когда-то он был вполне успешным инженером. Нормальная работа, своя квартира. Но потом все как-то разом посыпалось. Сначала его уволили с работы, жена ушла, и вдобавок он лишился жилья. Теперь Андрей был один из тех бездомных, которых люди стараются не замечать, шагая мимо. Каждый день сплошная борьба за выживание. Собирать подаяние, ночевать где придется. Глядя на свое отражение в витринах, Андрей думал с тоской, ну как же так все обернулось. И вот, в очередной унылый день, когда Андрей брел по дороге, его вдруг привлек пристальный взгляд северного оленя. Этот обычно пугливый зверь будто пытался поймать его взгляд. Андрей замер, удивленно глядя на оленя. Тот сделал шаг к нему, еще один, словно подзывая за собой. И у измученного человека почему-то не хватило сил противиться этому странному зову. Он нетвердой походкой двинулся следом за оленем, надеясь, что тот ведет его куда-то, где ему, может, и помогут. Андрей все еще никак не мог понять, чего же от него хочет этот упрямый олень. Неужели животное и правда пыталось привлечь его внимание? Да нет, быть того не может. Наверняка показалось. Андрей уже и так еле на ногах стоит от голода и усталости. Воображение, поди, разыгралось. Но олень будто чувствовал его сомнения. Сделал еще пару шагов навстречу, словно уговаривая следовать за ним. И Андрей, хоть и с изрядной долей скепсиса, поплелся дальше, туда, куда вел его странный проводник. Они вышли к обочине дороги, и тут Андрей вдруг заметил что-то темное, лежащее в грязи. Присмотревшись, он испытал настоящий шок. Это были два крошечных олененка, один из которых был серьезно ранен. Бедняга истекал кровью, его передняя нога выглядела ужасно. И в этот момент Андрей услышал приближающийся шум автомобиля. Из машины вышел тучный мужчина с ружьем, явно настроенный недружелюбно. Увидев раненых оленят, он тут же взвел курок, целясь в несчастных животных. «Эй, стойте!» Андрей бросился между мужчиной и оленятами. «Не смейте их трогать!» Мужчина с ружьем удивленно уставился на нашего героя. «Да ты что, приятель, это же зверье, на них надо охотиться!» – прогремел он. Андрей возразил. Мужчина с сомнением оглядел этого грязного, неухоженного бродягу. Но что-то в глазах Андрея, видно, убедило его не торопиться. Он нехотя опустил ствол ружья. Воспользовавшись промедлением, Андрей стал медленно отступать, увлекая за собой оленей обратно в лес. Ему удалось затащить их подальше от опасного человека с ружьем. Теперь нужно было срочно что-то придумать, чтобы помочь раненым животным. Андрей, оглядываясь через плечо, все дальше уводил оленят в чащу леса, подальше от опасного типа с ружьем. Покрытые грязью и кровью, они еле передвигали ноги, но Андрей упрямо тянул их за собой, не зная, что делать дальше. Наконец олень-проводник остановился у небольшой лесной поляны. Здесь, в тени деревьев, Андрей смог рассмотреть раненых животных поближе. Один из оленят, совсем крохотный, лежал на земле, жалобно поскуливая. Его передняя лапка была разодрана, из раны сочилась кровь. Рядом пристроился второй, более крупный. Он внимательно следил за человеком немигающим взглядом. Андрей присел рядом и, забыв о собственной усталости, принялся аккуратно ощупывать раненую ногу малыша. К его облегчению, рана выглядела не слишком глубокой, но в ней явно засели какие-то посторонние предметы. Вспомнив свои навыки медбрата, Андрей принялся аккуратно очищать ранку, стараясь извлечь все инородные тела. Он сорвал с себя носки и перевязал ими лапку олененка, чтобы остановить кровотечение. Но как же помочь этим беззащитным животным дальше? Андрей знал, что им необходима срочная ветеринарная помощь. Но здесь, в лесной глуши, не было ни души. Андрей был отрезан от цивилизации без телефона и транспорта. Внезапно его осенило. Он же мог выбежать на трассу и остановить попутку. Правда, где-то рядом мог находиться тот опасный охотник с ружьем, но Андрею ничего другого не оставалось. Подхватив маленького раненого олененка на руки, он бросился к трассе, делая крюк, чтобы не нарваться на стрелка. Андрей, тяжело дыша, выбежал на дорогу, крепко прижимая к себе раненого малыша-олененка. Вот же повезло, на обочине стояла машина с женщиной за рулем. Она с недоверием окинула взглядом Андрея. Ну вылитый бродяга, грязный и лохматый, да еще с окровавленным животным на руках. «Ради бога, помогите!» – взмолился Андрей. «Этому бедняге срочно нужен ветеринар, он ранен».
Вы не могли бы кого-нибудь вызвать, умоляю?» Женщина-водитель явно заколебалась, видно, решала, стоит ли связываться с этим оборванцем. Но когда Андрей умоляюще посмотрел ей прямо в глаза, она нехотя, но все-таки достала мобильник. Через несколько минут к ним подъехал местный ветеринар. Он быстро забрал олененка в свой пикап и умчал в клинику. Маму с другим детенышем тоже взяли с собой, чтобы не разлучать их. Сразу после этого Андрей поспешил вызвать полицию. Он взахлеб рассказал правоохранителям обо всем, что тут произошло, как этот тип с ружьем чуть не пристрелил бедного олененка. Полицейские тут же рванули на место происшествия, нашли и скрутили подозрительного мужика. Выяснилось, что у него не было нормальной лицензии на охоту и даже разрешения на ружье. Обычный браконьер, развлекающийся убийством беззащитных животных. А через пару дней ветеринары, наконец, выпустили спасенного малыша обратно в лес. Андрей волновался, чтобы его мамаша спокойно перенесла нахождение среди людей. Но все обошлось. Он с трепетом наблюдал, как крошечный олененок на ватных ножках начал ходить, а мама-олениха облизывала его своим языком. Облизывала, обнюхивала, ластилась всем телом. Сердце Андрея жалось от этой умилительной картины, ну точно мать с ребенком. Все как у людей, и в груди у Андрея что-то ёкнуло. Он вдруг поймал себя на мысли, что тоже мечтает найти свой путь, вернуться к нормальной жизни. После всего, что ему довелось пережить, он теперь твердо верил, ничего невозможного нет, стоит только взять себя в руки и двигаться вперед. Глядя эту сцену, Андрей вдруг ощутил, как с души словно гора свалилась. Только сейчас он понял, что спасение этого малыша-олененка вернуло ему ту искорку надежды, которая, казалось, навсегда погасла в его сердце. Все это время он плыл по течению, безвольно принимая свою участь бездомного неудачника. Но теперь в Андрее проснулась решимость. Хватит прозябать, пора самому браться за дело и менять свою жизнь. Он отлично понимал, что впереди его ждет нелегкий путь. Нужно найти нормальную работу, жилье, вернуться к обычной жизни после стольких лет скитаний. Но Андрей теперь не сомневался, что справится. Ведь если он смог помочь этому беспомощному животному, значит, уж о себе-то он точно сможет позаботиться. Пора заканчивать с бесцельным существованием и браться за дело. Может, получится даже устроиться санитаром в ту самую ветклинику. Хоть какая-то связь с тем памятным спасением. Возможно, сам Бог через других живых существ направил его на правильный путь. Показал, что жизнь имеет смысл, и даже абсолютно раздавленный бездомный человек способен на помощь попавшим в беду. Способен изменить чьи-то жизни. От этих мыслей у Андрея потеплело на душе. Он больше не чувствовал себя одиноким, затерянным в этом равнодушном мире. Теперь у него была цель, был план действий. Впервые за долгое время Андрей ощущал в себе силы идти вперед, невзирая на все трудности. Конечно, предстоит упорная работа, но это уже не важно. Главное, что теперь у него появилась надежда на лучшее.